Здравствуйте, с вами Любовь. Рада всем, кто зашел на мой канал. Сегодня буду шить коврик на подарок. Кому интересно, оставайтесь со мной. У меня на канале есть еще разные варианты ковриков. Оставлю ссылку. Сможете посмотреть и сшить себе что-то подобное. Шить буду, как всегда, из остатков ткани. Коврик мне нужен мягкий, чтобы становиться на него босыми ногами. Поэтому обрезки у меня трикотаж и мягкие мебельные ткани. Для подкладки в закромах нашла яркую ткань. Это когда-то были портьеры. Ткань плотная и слегка фактурная. Эту ткань я выбрала не случайно. Смотрела, как мастерицы берут подобную ткань и стягают по рисунку. Я давно хотела научиться стягать, но к своей машине не могла подобрать лапку, а ее родная потерялась. А сейчас у меня появилась возможность научиться. Я посмотрела обучающие видео, купила себе перчатки с пупырышками и решила попробовать. Вот на этом куске ткани я и тренировалась. Для стежки подобрала нитки в тон рисунка, чтобы сильно не бросалось в глаза. Училась настраивать машину. Под низ положила кусочек из старого свитшота. Сначала пыталась повторить крупный рисунок, строчила по контуру и немного что-то добавила от себя. Фон под рисунком я пыталась стягать кружочками, петельками, чтобы привыкали руки. Немного простегала линиями. Я не стремилась стягать какой-то определенный рисунок, просто набивала руку. Вот что в итоге у меня получилось. Не судите строго, это мой первый опыт. Можно сказать, учебное пособие. Коврик у меня будет полукруглый. Сложила ткань пополам, разметила полукруг. В центре разместила небольшой полукруг. Из вспомогательной ткани я вырезала две детали одинакового размера и одну деталь из подкладки. На одной детали я буду собирать лицевую сторону коврика, а вторую разрежу на 6 одинаковых деталей. На них я буду собирать лоскутные блоки. Начну с середины. Кладу прямоугольник. Сверху накладываю еще один. Не обязательно совмещать края. Прокладываю строчку, лишнее срезаю, отгинаю и смотрю, что я хочу дальше увидеть. Отрезаю лишнее. Беру следующий кусочек. Сначала прикладываю лицевой стороной, смотрю, что получается. Затем отворачиваю, скалываю, отрезаю лишнее и прокладываю строчку. Отгибаю, фиксирую строчкой. Ткани у меня сегодня в основном нестабильные, поэтому вторая строчка обязательно. Проложила строчку. Срезы на кусочках делаю разной длины, чтобы избежать утолщения на швах. Отгибаю, прокладываю строчку, срезаю все лишнее. Строчку я использую мелкую, 2 мм. Закрепки по краям не делаю, потому что следующая строчка перекроет предыдущую. Прикладываю следующий кусочек и так собираю весь блок. Собрала все 6 блоков. Они все абсолютно разные. Каждый блок по контуру я прошла строчкой и срезала все лишнее. Сначала пробовала пройти зигзагом, но край идет волной, и его нужно сутюживать. Прямая строчка легла идеально. Беру вспомогательную ткань и раскладываю на ней детали. Четкого соединения деталей не получается, но я на это и не рассчитывала. Трикотажные ткани тянутся, ткань, на которой собираю блоки, скроена по косой и тоже норовит растянуться куда-нибудь. Разложила более-менее равномерно, сколола все детали булавками. Каждую деталь с двух сторон закрепила строчкой. Строчку нужно прокладывать в одном направлении. Я строчила от края в середину. Теперь нужно закрыть места соединения блоков. Разметила полоски шириной 2,5 см. Нарезала 5 штук. Этого мне будет достаточно. Для середины вырезала полукруг. Соединила с подкладкой. Срезаю лишнее, делаю насечки.
Выворачиваю на лицевую сторону и проутюживаю. Собираю основную деталь. Пришила все полосочки трикотажным швом, потому что ткань на них тоже тянется. Строчку тоже нужно прокладывать в одном направлении, чтобы не было перекосов. Середину тоже пришила трикотажным швом. Круглый край коврика решила задекорировать. Сделала шаблон и нарезала заготовки в форме лепестков. Ткань не сыпется, поэтому ничем край не обрабатывала. Лепестки у меня двух цветов. Буду чередовать. Прикладываю лицом к лицу и прокладываю строчку. Пришила по всему круглому срезу. Беру подготовленную подкладку, складываю с основной деталью лицом к лицу и прокладываю строчку по всей длине. Строчку проложила со стороны основной детали, старалась попадать в шов. Шов получился объемный. Здесь несколько слоев ткани, поэтому припуск на подкладке срезаю как можно короче и тем самым уменьшу объем. Снимаю булавки и выворачиваю на лицевую сторону. Выправляю шов и лепестки. Изделие хорошо проутюжила с паром с обоих сторон. И теперь проложу отделочную строчку. Скалываю булавками нижний край. Подготовила полоску ткани. Ей закрою открытый срез. Вот так выглядит изнаночная сторона коврика. Получилась такая яркая, веселенькая, но сейчас такие расцветки не используют. Поэтому оставим ее с изнанки и посмотрим, что получилось с лицевой стороны. Полоску пришила тоже трикотажным швом. Уголки с обоих сторон закрыла. Размер готового коврика 90 на 45 сантиметров. Такой коврик может стать яркой, интересной и полезной деталью интерьера. Ему всегда найдется место в доме. Нет ничего приятнее, чем утром босыми ногами встать на теплый коврик. На мой взгляд, получился довольно симпатичный коврик. Такой и подарить не стыдно. Из отходов, которые многие люди выбрасывают, я сшила полезную вещь, которая еще послужит не один год. Вдохновляйтесь и шейте для себя и своих близких. Если вам видео было полезно, поставьте лайк за мои труды. Вам не сложно, а мне приятно. Подписывайтесь на мой канал с колокольчиком, если еще этого не сделали. Будет еще много интересного. А я на этом с вами прощаюсь. До встречи в новых видео.